Я стою на вокзале, жду поезда. Забастовку машинистов вроде бы отменили. Ох уж эти забастовки. Мне кажется, это больше похоже на шантаж и выкручивание рук. Я думаю, в 21 веке можно найти более гуманный способ отстаивать свои права, а не лишать людей права на поездки. Итак, я еду в город Гиссен, который расположен в земле Гессен. Чувствуете разницу? Город называется Гиссен, а земля называется Гессен. Меня там заинтересовали два объекта, и я хочу вам их показать. Обратите внимание, какой необычный памятник у меня за спиной. Как будто стрелы пронзают плоть. Я даже слышал недавно такую версию, что, мол, это памятник олицетворяет израненные души украинцев. Конечно, это совершенно не так. Памятник посвящен человеку, имя которого наверняка все из вас знают. Причем не теоретически, а именно с практической точки зрения. Вильгельм Конрад Рентген. Ну или по-немецки правильно. Рентген. Так это звучит. Дело в том, что Вильгельм Конрад Рентген, говорю по старинке, долгое время, примерно 9 лет, преподавал в местном университете, заведовал кафедрой физики. Вот это свое открытие рентгеновских лучей, которое прославило его на весь мир, сделало его первым лауреатом Нобелевской премии по физике, он сделал не здесь. Но, тем не менее, 9 лет преподавал и заведовал кафедрой здесь, в этом местном университете. Надо сказать, что рентген работал в разных частях Германии, в разных университетах, работал и за границей. Более того, перед самой смертью он даже планировал эмигрировать в Америку. Правда, передумал, остался в Германии и умер в Мюнхене. Но когда вскрыли его завещание, обнаружилось, что велел похоронить себя он именно здесь, в Гиссене. Значит, что-то ему здесь нравилось, значит, он был здесь счастлив. Наверное, я тоже был бы счастлив в городе Гиссен, но основная цель моей сегодняшней поездки – ботанический сад местного университета закрыт. Причем закрыт до марта. У меня в пределах быстрой досягаемости два ботанических сада – Гиссенский ботанический сад и Боннский ботанический сад. Но раз этот закрыт до весны, значит, до весны буду тщательно изучать ботанический сад Боннского университета. Но знаете, сейчас и в Бонн поехать проблематично. Почему? Погода. Дело в том, что в последнее время в Германии выпадает огромное количество дождей. Многие реки просто вышли из берегов, но если вы новости смотрите, наверняка об этом знаете. Наша река Лан, в принципе, из берегов не вышла, но уровень ее очень сильно поднялся. Затопило нижние тротуары, скамейки только верхушки торчат спинок из-под воды. И река Лан превратилась в такой грязный, мутный, бурный поток. Поэтому особого настроения куда-то ехать нет, но у меня кое-что для вас есть интересное. Мне из моего села прислали фотографии с моего участка. Лена, привет и спасибо. Предлагаю посмотреть. Фотографий много, но я выбрал 8 наиболее для меня интересные. Те растения, о которых я переживаю, которые хотел бы вам показать и которыми вы интересуетесь. Давайте посмотрим. Ну, давайте начнем с входной зоны. Что мы видим здесь? Мы видим можжевельники. Ну, два вертикальных можжевельника, предположительно стрикта, точно не знаю, но предположительно стрикта. А внизу несколько саженцев казацкого можжевельника. Что я вижу сразу? Они себя хорошо чувствуют, все с ними хорошо, но они требуют, конечно, стрижки. И вертикальные нужно немножко подровнять, чтобы форма была более коническая такая, более изящная. Ну, а казацкий уж точно. Я не так его планировал выращивать. Сейчас, видите, вот эти стрелки торчат во все стороны, побеги. Их нужно обрезать. Я хотел формировать из них подушки. Может быть, даже не подушки, а просто какую-то ровную такую зеленую поверхность под этими вертикальными можжевельниками. Ну, здесь все хорошо. Идем дальше. Дальше у нас
собственно говоря, зона отдыха, пергола, как видите, и 2 хвойных растения. Это кипарисы. Вот с кипарисами, к сожалению, Лена говорит, большая проблема. Дело в том, что был на днях очень сильный ветер, как она говорит, ураган. И вот эти 2 кипариса, их просто вывернуло. Но не полностью. Они просто стояли вот такие под углом накрененные. Она их выровняла, ну, естественно, притоптала немножко и подпорки сделала деревянные. Ну, не знаю, это все на самом деле очень плохо, потому что сейчас идут морозы. И вот то, что корневая система оказалась нарушена перед морозами, конечно, это плохо. Ну, будем надеяться. А так кипарисы, как видите, вполне хорошо выглядят и очень даже неплохо подросли. Я думаю, ну, с моего роста уже где-то 1,80 м, наверное, у них есть. Ну, на заднем плане там вечно зеленая на перголе, это жимолость. С ней все хорошо, из-за нее не беспокоюсь. А вот справа, внизу, в правом нижнем углу, 2 растения интересных. Маленькое растение, это фатиния. Как видите, подросла, тоже требует стрижки, чтобы, ну, кустик стал такой более, как принято говорить, набитый. Компактный, но при этом более густой. Но, тем не менее, все живо и хорошо. Ну, а справа повыше растение, такое светло-зеленое. Это, очень ее люблю, это мушмула японская. Ставлю с ней эксперимент по поводу того, можно ли выращивать на юге Украины. Ну, пока все как бы нормально. Давайте покрупнее ее посмотрим. Вот она покрупней, здесь она лучше видна. Да, какие-то листочки опали, ну, то есть листья меняются, хотя это вечно зеленое растение. Ну, подождем, посмотрим. Первую зиму она без меня нормально перезимовала, сейчас вот 2-я зима. Посмотрим, что из этого будет. Идем дальше. О, растение, которое я вам никогда еще не показывал. Я посадил саженец, решил, я его подращу, сформирую правильно и потом вам покажу. Ну вот, видите, довелось виртуально на него самому смотреть. Это называется лох зонтичный или маслинка зонтичная. В чем прелесть этого растения? У него крона должна формироваться, и вообще, в принципе, у нее естественная форма в виде зонтика такого. То есть ствол, обычно много стволов оставляют, а сверху зонтик самой зелени. Ну и плоды. Видите, это первое плодоношение. Видите, какое обильное. Небольшие красного цвета ягоды. Ну, собственно говоря, это гумми, разновидность гумми. То есть эти ягоды съедобные, эти ягоды вкусные. И самое главное, эти ягоды очень полезные. Я все надеялся, что я буду их есть, потому как якобы говорят, что гумми отодвигает старость. Ну, посмотрим. Да, и, кстати, очень удивительно, потому что многие, кто выращивает гумми, ну и в том числе лох зонтичный, жалуются на то, что не успевают снять урожай, потому что птицы его склевывают быстрее. Ну, как видите, середина зимы практически, а ягоды, тем не менее, висят. И вот, кстати, слева в нижнем углу виден кипарис еще в наклоненном состоянии. Видите, как он под углом растет. Ну, Лена его исправила, спасибо, Лена. Дальше. Ага, дальше у нас группа хвойных растений. Что мы здесь видим? В левом нижнем углу такое темное хвойное растение. Это туя вересковидная. Где-то в Киеве нашел саженец, отломал от него веточку, укоренил. И у меня их там парочку растет. 2 можжевельника пестрых, видите? Один побольше, другой поменьше. Зеленые с желтыми такими стрелками. Эти можжевельники росли, ну или растут, не знаю, в Киеве на пейзажной аллее. Тоже взял пару черенков, укоренил. Вот теперь они украшают мой участок. На заднем плане можжевельник, такой темный, это можжевельник обыкновенный, из Карпат мне привезли. Но самое интересное по центру, вот под абрикосом, наверное, видите. Это пиния, итальянская сосна. Тоже чувствует себя прекрасно. Ничего и пока не делается. Подрастает, очень даже неплохо. И, в принципе, вид у нее вполне здоровый. Ну, я лично, как хозяин участка, вижу, что сзади очень хорошо поднялись черная сосна. Там 3 саженца черной сосны посажены. Долго так медленно росли, но сейчас, я смотрю, набирают обороты. Ну и туи. Вот там, где зеленая сетка, там я высаживал туи. Когда-то показывал вам, как я это делаю, для того, чтобы сделать живую изгородь и прикрыться от соседского туалета. Вот туи уже поднялись на ту высоту, на которую нужно. Вот зеленая сетка, они уже выше ее чуть-чуть. То есть, в принципе, сейчас бы им верхушки нужно обрезать, чтобы они начали набирать ширину. Чтобы создать такую сплошную стенку и, как я сказал, отгородиться от соседского туалета. Дальше. О, дальше мой любимый бамбук. Видите, через дорожку от этих можжевельников бамбук. Как он хорошо смотрится. Стебли уже стали довольно толстыми, желтые. Растение вечно зеленое, светло, причем зеленое. То есть, ну, это зимнее украшение сада, конечно.
Теперь главное, что пока меня там нет, чтобы он сильно не разбежался в стороны, потому что, ну, бамбук — растение, которое требует, конечно, контроля какого-то. Идем дальше. Растение, за которое я очень сильно переживаю, это магнолия крупноцветковая. Но, тем не менее, пока, да, посажена под южной стеной, в таком закуточке. Но, тем не менее, пока все с ней хорошо подросла, очень хорошо подросла. И, что самое главное, я вижу, что листья нормального зеленого цвета, она перестала хлорозить. Скорее всего, на корнях уже образовалась микориза, и, в принципе, она себя хорошо чувствует. Ну и последнее растение, о котором часто вы спрашиваете, секвойя-дендрон. Вот он, тоже хорошо себя чувствует, в окружении дроков, тоже подрос. И тоже, в принципе, вроде бы все с ним хорошо. Ну вот, на сегодня все. Такое немного сумбурное видео получилось. И все потому, что особо сейчас никуда не поедешь. На улице сыро, холодно, дождь постоянно идет. Но я надеюсь, скоро увидимся. Спасибо, что смотрели, и всего доброго.